Дорогие друзья, присоединяйтесь. Авторский узор, ажурный, красивый, двусторонний. Я выполнила его из полухлопка, крючок номер 3, но образец я покажу, который выполнила крючком 1,4 из стопроцентного мерсеризованного хлопка. Мы с вами выполняем 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Я выполнила цепочку из 16 воздушных петель, воздушная, пропускаю воздушную петлю, во вторую петлю от крючка выполняю столбик без накида. И так в каждую воздушную я выполняю по одному столбику без накида. Обращаю ваше внимание, что раппорт в ширину 4 петли, 4 умножить на 4 будет 16, то есть я выполняю 4 раппорта в ширину. Раппорт в высоту 2 ряда. Но в этом узоре мы с вами будем выполнять 2 подготовительных ряда. И вот выполняем первый, это столбики без накида. Вот таким образом я завершаю выполнение нашего ряда. Здесь все очень просто. Выполнили. Мы приступаем к выполнению второго ряда. Это тоже дополнительный ряд. Я выполняю 3 воздушные петли подъема и работу разворачиваю. Далее я выполняю накид на крючок, пропускаю первую вершинку и еще 2. И в следующую вершинку ввожу крючок и выполняю патентный столбик с накидом, то есть провязываю воздушную и далее провязываю столбик с накидом. Далее я выполняю 3 воздушные, 1, 2, 3 и 2 воздушные петли арки. Далее 2 накида на крючок, захватываю мои воздушные петелечки и выполняю выпуклый столбик с 2 накидами. Беру поудобнее и провязываю вот таким образом. Далее я выполняю 3 накида на крючок, ввожу крючок в следующую вершинку, выполняю воздушную и провязываю накид. Накид, пропускаю 2 вершинки, в следующую ввожу крючок, воздушная и провязываю накид. Далее 2 вершинки вместе и завершаем выполнение нашего столбика с накидами. То есть 2 накида провязали и 2 петелечки. Далее я выполняю 2 воздушные, 2 накида на крючок и выполняю выпуклый столбик с 2 накидами. Обхватываю вот этот столбик и выпуклый столбик с 2 накидами готов. И давайте еще раз повторим выполнение нашего вот этого сложного столбика. 3 накида. И я немножко быстрее буду выполнять. Провязали, накид, пропустили, опять воздушная, провязали, 2 вершинки вместе, завершаем выполнение. Далее 2 воздушные, 2 накида и выпуклый столбик с 2 накидами. Вот таким образом. Так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Мы с вами выполнили наш второй подготовительный ряд. Здесь все просто. До конца ряда, да, выполняются вот такие сложные столбики. И теперь я выполняю воздушную, работу разворачиваю и
повторюсь, раппорт высоту у нас с вами 2 ряда. Это ряд столбиков без накида. И вот мы с вами сейчас выполняем наши столбики. Вот смотрите, подарочку 2 и вершинку. 1, 2, опять подарочку 2 петли и вершинку столбика. 1, первый столбик и вершинка второго столбика. Опять подарочку, здесь ничего сложного, и опять 1, 2. И теперь очень внимательно под арочку 1, 2, и далее я ввожу крючок 1, 2 в третью воздушную петелечку подъема и выполняю столбик без накида. Мой первый ряд раппорта высоту готов, и теперь мы с вами будем выполнять второй ряд. Для этого я выполняю 3 воздушные, работу разворачиваю, накид пропускаю 1, 2, 3 и в 4-ю вершинку выполняю патентный столбик. Здесь мы выполняем все с вами как и ранее. 1, 2, 3 воздушные петли подъема, 2 петли арки и столбик с 2 накидами, как мы выполняли с вами и ранее наш с вами выпуклый столбик с 2 накидами. Вот выполнили, как и здесь. Далее очень внимательно я выполняю 4 накида на крючок, захватываю вот этот столбик мой с 2 накидами выпуклый, выполняю воздушную петлю, далее провязываю накид, далее вот моя провязанная вершинка, в следующую вершинку ввожу крючок. И теперь смотрите, провязываю 2 нити, накид провязываю, далее накид, пропускаю 2 вершинки, в следующую вершинку ввожу крючок, патентный незавершенный столбик, 2 вершинки. И завершаем выполнение нашего столбика, то есть провязываем накиды и 2 петли. Далее 2 воздушные, 2 накида и выпуклый столбик с 2 накидами, как мы с вами выполняли ранее. Вот такой, видите, 3D узор у нас с вами получается прямо с готовой навязочкой и в то же время ажурный. И давайте еще раз выполним такой сложный столбик. 4 накида, захватываем столбик, выполняем воздушную и далее провязываем накид. Далее вершинка, в следующую вершинку ввожу крючок и провязываем 2 петли. Далее накид провязываем, накид, пропускаем точнее 2 вершинки, провязываем еще раз 2 вершинки и завершаем выполнение. Далее 2 воздушные, 2 накида и выпуклый столбик с 2 накидами. И так вы вяжете до конца ряда. Видите, вот такой у нас с вами объем получается, интересный и необычный. Мы выполняем последний столбик в нашем ряду. Я выполняю 4 накида. Все выполняем точно так же. Я единственное провязываем вершинка, в эту вершинку вводим крючок, провязали, провязали,
накид, 2 вершинки пропускаем. И вот единственное, что хочу обратить ваше внимание, воздушная петля у нас не участвует в работе. Я ввожу крючок в вершинку и выполняю наш столбик. 2 вершинки, довязываем, 2 воздушные и выпуклый столбик с 2 накидами. Вот таким образом мы с вами выполнили второй ряд нашего раппорта в высоту. И вот хорошо видно, видите, 3D у нас такой объем получается. Раппорт в высоту у нас 2 ряда, это столбики без накида и вот такие сложные столбики. И воздушная, работу разворачиваю, опять же ввожу крючок в первую вершинку, столбик без накида, 2 столбика под арочку. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда, точно так же, как выполняли и ранее наши столбики без накида. Ну, давайте быстренько провяжем, у нас коротенький ряд, и просто повторим еще раз провязывание в конце ряда. Вот таким образом завершаем выполнение ряда и выполняем под арочку 1, 2. И теперь я ввожу крючок 1, 2, 3 в третью воздушную петелечку подъема, выполняю столбик без накида. Не забываем провязывать этот столбик. И вот у нас с вами вот такой красивый, интересный узор получается, авторский. Моя авторская, да, разработочка. Видите, он получается двусторонний, то есть 3D объем как с одной, так и с другой стороны. Смотрится необычно, красиво, интересно. И так вы выполняете полотно на необходимую вам высоту. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать авторский узор. 3D такой вот формат. Очень простой и в то же время красиво и интересно смотрится. Раппорт в ширину у нас 4 петли, раппорт в высоту 2 ряда. И напоминаю, 2 ряда мы выполняли с вами дополнительные или вспомогательные, их еще называют. И хочу вот обратить ваше внимание, что узор получается, видите, двусторонний, то есть 3D формат как с одной, так и с другой стороны. Великолепно смотрится при выполнении сверху вниз, снизу вверх и при поперечном вязании. Это с полухлопка у нас с вами образец. Такой небольшой. И теперь покажу из стопроцентного мерсеризованного хлопка. Видите? Вот эта изнаночка у нас. Ну, то есть очень интересно и лицевая сторона смотрится, и изнаночная, и 3D формат, и там есть это изнанка, и это лицевая сторона. Вот такой ажурный, красивый. И достаточно быстро вяжется и просто. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч, творческих вам успехов. И не забывайте писать в комментариях, где вы планируете использовать такой узор. Напоминаю, это моя авторская разработочка.